Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем русалку. Посмотрите, какие разнообразные варианты вы можете сделать, используя различные цвета и типы резинок. Например, волосы, если мы сделаем не розового, а болотно-зеленого цвета, уже получится совсем другая по внешнему виду русалка. Также, если вы для хвоста будете использовать не обычные резинки, а, например, металлик, то получится тоже совсем уже другой вид и другой вариант. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его открытыми сторонами столбиков к себе, а ряды расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Сейчас мы с вами будем плести волосы нашей русалки. Для этого я буду использовать розовый цвет. Вы можете использовать тот цвет, который вам нравится. Берем одну резинку розового цвета и накидываем с первого на второй столбик правого ряда. Берем еще одну резинку, накидываем со второго на третий столбик. Еще одну резинку с третьего на четвертый. Еще одну. Далее накидываем еще одну. И таким образом до конца этого ряда нам нужно последовательно накинуть розовые резинки по одной штучке. На последний столбик нам нужно накинуть одинарную резинку и закрутить ее здесь 4 оборота. Накидываем один оборот, у нас получился, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Теперь эту заготовку мы можем плести. Для этого берем в руки крючок, заводим его внутрь самого ближайшего к нам столбика правого ряда, тыльной стороной отодвигаем резинку, которая накинута сверху 4 оборота, изнутри захватываем одинарную и накидываем на впереди идущий столбик. Далее здесь уже захватываем изнутри одинарную, накидываем вперед, здесь захватываем изнутри, накидываем вперед. Далее точно так же накидываем вперед. И таким образом скидывайте резинку с предыдущего на последующий столбик до конца этого ряда. Заготовку мы сплели, но так как она нам понадобится немножко позже, то мы с вами ее снимем вот на такой вспомогательный крючок, а не на основной. Если такого крючка у вас нет, то вместо него можете использовать зубочистку, ручку или карандаш. Вставляем этот крючок внутрь самого последнего столбика сквозь все резинки и придерживаем эти резинки пальцем, чтобы, когда мы будем снимать эту конструкцию со станка, эти резиночки, чтобы у нас не слетели с крючка. Придерживаем и снимаем. Здесь снятие очень простое, потому что натяжение у резинок совсем слабое. Вот одна заготовка у нас есть. Таких заготовок вам нужно сделать еще 5 штук. Я перед началом этого урока постарался и сделал эти заготовки. Но я думаю, что вы с этим заданием справитесь и без проблем их сделаете. Поэтому мы с вами можем переходить к дальнейшей работе. На данный момент у вас должно быть 6 заготовок для волос сделано. Можете, кстати, делать их и разными цветами, и тогда волосы у вас будут разноцветные. Теперь будем делать тело. Начнем с головы и постепенно будем вниз снижаться, делая тело, хвост и так далее. Берем 2 резинки того же цвета, который использовали для плетения волос, розовый в моем случае, накидываем с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Берем еще одну пару и накидываем слева с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Берем еще одну пару, накидываем справа с первого на второй, берем еще одну пару, накидываем слева с первого на второй. Теперь берем еще одну пару розовых резинок и на центр накидываем. Раз, готово. Теперь берем в руки те резинки, которые у нас будут использоваться для лица и тела. Я выбрал бежевый цвет. Если у вас нет бежевого цвета, то вы можете использовать, например, белый. По правому ряду накидываем пару бежевых резинок. Точно так же и по левому ряду накидываем одну пару бежевых резинок. По центральному ряду нам нужно накинуть 2 пары.
одна сначала, а далее вторая пара. И вот голова у нас практически готова, и нам ее нужно вот здесь закруглить. Это мы с вами тоже будем использовать и делать с помощью бежевых резинок. Берем пару, накидываем с центра к краю по диагонали и слева поступаем точно так же. Накидываем с левого ряда последнего столбика на центральный. Вот голова у нас готова, теперь можем сделать шею. Для создания шеи я предлагаю использовать 3 резинки, чтобы она крепче держала голову. Накидываем вот отсюда, с центрального столбика, на столбик, который находится чуть ниже. 3 бежевых резинки. Накинули, отлично. Теперь переходим к созданию плечей. Берем пару бежевых резинок, так как плечи у нас будут того же цвета, что и цвет тела, что и цвет лица. Берем пару, накидываем по диагонали вправо. И еще одну пару берем, накидываем по диагонали влево. И немножко по центру тоже одну пару накинем. Все замечательно. Теперь давайте перейдем к созданию топика. Я топик тоже буду делать из резинок розового цвета. Вы можете, например, из синего или зеленого делать. Но мне кажется, топик розового цвета будет хорошо сочетаться с волосами. Берем пару розовых резинок и накидываем по правому ряду одну пару. И чуть ниже накидываем еще одну пару. По левому ряду точно так же накидываем сначала пару. Берем еще одну пару и накидываем немножко ниже. По центру нам нужно накинуть не 2, как здесь, а всего лишь одну пару. Теперь вновь возвращаемся к цвету тела, бежевый в моем случае. Берем 2 резинки бежевого цвета и накидываем по центру вниз 2 пары. Одна и вторая. А слева и справа нам нужно накинуть по одной паре. Раз. И 2. Так, теперь нам нужно перейти к плетению хвоста. Причем у хвоста есть верхняя часть, более яркая. Здесь используется ярко-зеленый цвет металлик. А далее у нас используется более светлый цвет зеленый, салатовый. И таким образом посимпатичнее будет смотреться. Итак, сначала мы с вами возьмем темно-зеленый цвет и накинем по левому ряду пару резинок. По центру накинем тоже пару резинок. Так, и по левому ряду тоже накинем пару резинок. А ниже у нас уже будет использоваться более светлый цвет. Я буду использовать салатовый. И накидываем тоже парами по каждому ряду до конца станка. Единственное, что нам нужно оставить пустыми вот эти столбики. Давайте накинем сначала по правому, допустим, ряду. Пара идет. Далее чуть ниже идет пара. Потом еще одна пара. Здесь остановились пока. Вот этот последний столбик должен остаться пустым. По центру давайте теперь накинем. Раз, 2 и 3. А с левой стороны нам нужно сделать точно так же, как и с правой. То есть накинуть 1, 2, 3 пары. Берем сначала одну, накидываем раз, берем вторую, накидываем 2, берем третью и накидываем 3. Это у нас хвост. Этот хвост нам нужно закруглить, вот тут замкнуть. Для этого будем использовать тоже пары резинок. И с левого ряда замыкаем к центру, и с правого ряда замыкаем к центру. Берем еще одну пару салатовых резинок и накидываем вот сюда. Отлично. Теперь нам нужно сделать непосредственно нижнюю часть хвоста, вот этот плавник. Для этого берем пару резинок и накидываем их с центрального столбика, допустим, на правый столбик. Накинули. И теперь нам нужно взять несколько салатовых резинок. Мы нижнюю часть тоже салатовую сделаем. И делаем следующее. Берем сначала одну резинку, накидываем ее на крючок 1 оборот и накручиваем еще 3. Второй, третий, четвертый. Таким образом, эта салатовая резинка у нас накручена на крючке 4 оборота. На конец крючка накидываем пару салатовых резинок. И то, что мы сейчас здесь накрутили, натягиваем и скидываем на эту пару. Вторую часть этой резинки возвращаем на крючок.
Вот такая заготовочка у нас получилась. Теперь нам нужно взять еще одну пару салатовых резинок и немножко увеличить по длине вот эту заготовку. Для этого накидываем на крючок. И то, что сейчас у нас на крючке есть заготовка, мы ее еще на одну пару накидываем и таким образом удлиняем. Вот смотрите, уже у нас немножко больше получился. Здесь одна петелька идет, здесь вторая. Давайте еще удлиним. Накидываем пару и скидываем заготовку на нее. Получилась третья петелька. Берем еще одну пару и сделаем последнюю, четвертую. Так. Готово. Это у нас одна заготовка для хвоста. Таких заготовок нам нужно сделать всего две. Поэтому давайте сделаем еще одну. Снимем вот эту заготовочку с крючка. Она у нас, в общем-то, не распускается, поэтому проблем с ней никаких не будет. Пусть полежит в стороне. Берем одну резинку, накидываем один оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Далее берем пару салатовых резинок, накидываем на крючок. И те оборотики вот этой салатовой резинки, которые у нас на крючке есть, мы с вами скидываем вот на эту пару, а вторую часть этой резинки возвращаем на крючок. Одна петелька, далее захватываем пару, и то, что сейчас у нас на крючке, скидываем на нее. Вторая петелька у нас получилась. Так, берем еще салатовых резинок, накидываем еще разочек. Скидываем это вот сюда, вторую часть возвращаем на крючок. Это у нас третья петелька. И давайте обратим внимание, сколько в этой части мы делали. Первая, вторая, третья, а четвертая идет по горизонтали, так как у нас она снята с крючка. Мы с вами здесь 3 сделали, и давайте четвертую, последнюю сделаем. Накидываем на крючок пару и снимаем то, что сейчас у нас на крючке. Снимаем как раз вот на эту двойную резиночку. И возвращаем на крючок. Теперь возвращаемся к нашему станку. И вот на этот столбик нам нужно накинуть те заготовки для хвоста, которые мы только что сделали. Но смотрите, каким образом их нужно накинуть. Вот у нас два конца у этой резинки двойной, которую мы с вами накидывали последней. Сначала нам нужно одну петельку сюда накинуть на этот столбик. Далее взять заготовку, которая у нас есть на крючке, это вторая заготовка, и вот эту петельку скинуть на этот столбик. Далее мы с вами возвращаемся вновь к первой заготовке, и на другой ее стороне у нас есть петельки, которые остались и висели не накинутыми. Накидываем их, и далее все это дело завершаем последней петелькой, которая у нас на второй части заготовки находится. Вот. Таким образом, вот эти заготовочки у нас более ровно будут располагаться на хвосте, и не будет такого ощущения, что одна заготовка выше, а другая ниже. Теперь давайте займемся созданием глаз. Я для глаз предлагаю использовать синий или голубой цвет, но можно, конечно, и черный использовать. Берем одну резинку, накидываем на крючок один оборот, второй оборот, третий и четвертый оборот. Берем еще одну резинку и накидываем один оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Теперь возьмем одну резинку бежевого цвета, того же цвета, который мы с вами использовали для тела и лица. Накидываем на конец крючка. И все вот эти обороты, которые сейчас на крючке есть, мы с вами должны скинуть на эту резинку. И вот у нас глаза готовы, их нам теперь нужно накинуть на станок. Глаза накидываются, одна часть, которая сейчас на крючке, на второй столбик по правому ряду, а другая часть накидывается на второй столбик по левому ряду. Глаза теперь давайте разведем по сторонам, чтобы они у нас не в центре находились. Глаза у нас сейчас находятся как бы на двойной резинке. Эту резинку нам нужно разъединить на две части и одну часть этой резинки накинуть на столбик, который находится выше. Таким образом у нас получается, что эта резинка расположена вот так. Теперь возьмем еще одну резинку бежевого цвета и накинем на те же 3 столбика, на которых у нас накинуты глаза,
Накинем эту резинку просто треугольником. Раз, два, три. Вот она на 3 столбиках накинута. Далее нам нужно взять еще одну резинку и накинуть чуть ниже, тоже треугольником. Здорово. Теперь давайте перейдем к созданию рук. Руки мы с вами будем делать тоже из бежевого цвета, и их плетение будет абсолютно таким же, как мы делали с вами хвост. То есть берем сначала одну бежевую резинку, накручиваем ее на крючке один оборот, второй оборот, третий и четвертый оборот. Берем еще одну резинку, даже не одну, а две, и накинем на крючок. Те обороты, которые на крючке, снимаем вот на эту пару резинок, натягиваем и вот сюда скидываем. Вторую часть этой пары возвращаем на крючок. Одна петелька у нас получилась. И таких нам нужно сделать 4 или 5 штучек, в зависимости от той длины рук, которую вы хотите получить. Допустим, я сделаю более длинные руки, и поэтому таких 5 петелек или даже 6 наберу. На следующую пару скидываю еще одну заготовку. Возвращаю вторую часть на крючок, то есть мы с вами немножко эту руку удлинили. Берем еще одну пару, накидываем вновь на крючок и снимаем то, что сейчас на крючке, на эту заготовочку. Так, берем еще одну пару, накидываем на крючок, снимаем вот это дело все сюда, возвращаем на крючок. Это получилось у нас уже 1, 2, 3, 4 петля. Берем еще одну, накидываем раз, накидываем 2. И сейчас мы с вами сделаем последнюю петлю, которой эта рука будет прикрепляться к телу. Для этого берем тоже пару бежевых резинок, накидываем их на крючок. И эту руку, уже практически готовую, скидываем на эту пару, а вторую часть возвращаем на крючок. Теперь возвращаемся к нашему станку и эту руку накинем, допустим, на левую сторону, вот сюда, на плечо. Здесь у нас начинается топик, и плечо как раз есть. Натягиваем все 4 резинки, которые сейчас находятся на крючке, и все их переносим вот на этот столбик. Готово. Одна рука у нас есть. Можно ее поправить немножко вниз. И теперь нам нужно сделать и вторую руку. Давайте точно так же ее сделаем, как и первую. Вот вторая рука у нас готова, и мы сейчас готовы ее накинуть на тело. Возвращаемся к нашему станку и накидываем на правый ряд в то место, где у нас находится плечо. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы именно все 4 резиночки были накинуты на этот столбик. И снимаем крючок. Готово. Вторая рука отлично закреплена и отлично держится. Теперь сделаем вот что. На хвосте у нас, там где находится пояс хвоста, есть небольшие такие выступы. Здесь начинается хвост, и поэтому данные выступы как-то более очерчивают его границу. И давайте посмотрим, как такие штучки делаются. Берем одну резинку зеленого цвета, накручиваем ее на крючке 1, 2, 3, 4 оборота. Берем теперь пару точно таких же зеленых резинок. Обратите внимание, что это тот же цвет, который использовался и вот здесь, в верхней части нашего хвоста. И вторую пару берем, точнее это первая пара, а здесь была одинарная резинка. Эту одинарную резинку накидываем на пару. Вторую часть возвращаем на крючок и эту заготовочку накидываем вот на эти столбики. Так, вот на эти столбики. То есть здесь у нас идет пояс, темно-зеленые резинки, и вот здесь, где граница между телом и зелеными резинками, именно туда нам эту заготовку и нужно накинуть. Накидываем с левой стороны. И для правой стороны давайте точно такую же заготовку сделаем. Возьмем одну резинку, накрутим 1, 2, 3, 4 оборота. Теперь возьмем 2 темно-зеленых, накинем на крючок и скинем вот эти оборотики на эту пару.
вторую часть возвращаем на крючок и накидываем вот на этот столбик, где граница между темно-зеленой резинкой и бежевой резинкой. Натягиваем все 4 петли и скидываем сюда. Практически все готово. Единственное, что нам осталось сделать, это вот такие поперечные линии, чтобы у нас был более плотный хвост, более плотное тело. Берем резинку того же цвета, который у нас используется для нижней части хвоста. И эту резинку мы с вами скручиваем на пальцах в 2 оборота. Накидываем треугольником вот на эти 3 столбика. Сначала вот сюда на 2, а потом центральную часть накидываем на впереди идущий столбик. И вот треугольник у нас получился. Далее берем одну резинку и накидываем чуть выше треугольником. Берем еще одну, накидываем чуть выше треугольником. Теперь можно взять резинку темно-зеленую, тот же цвет, который вот здесь используется для пояса. И в 2 раза ее складываем и накидываем треугольником. Раз. Все резинки, которые у нас будут выше, мы тоже должны дважды сложить на пальцах, прежде чем накинуть на станок. Дальше у нас идет бежевый цвет, поэтому берем резинку бежевого цвета, скручиваем ее в 2 оборота на пальцах и накидываем вот на эти 2 столбика, а центральную часть накидываем на впереди идущий столбик. Здесь можно опять же использовать резинку бежевую, дважды ее скручиваем на пальцах и треугольничком накидываем выше. Теперь пришла очередь розового цвета, потому что топик розовый, и здесь у нас розовая резинка должна использоваться. Натягиваем ее, скручиваем в 2 оборота и накидываем вот сюда треугольником. Отлично. Давайте теперь наконец-таки накинем волосы. Берем сначала одну заготовку и накидываем вот сюда. На каждый столбик нам нужно накинуть по 2 заготовки волос. Одну заготовку накидываем раз, убираем крючочек, берем еще одну заготовку, накидываем сюда 2, убираем крючочек. Теперь на центральный столбик берем заготовочку, накидываем раз, убираем крючок, берем еще одну заготовку, накидываем 2, крючок убираем и, наконец, на последний столбик правого ряда накидываем раз и накидываем, наконец, последнюю заготовку 2. Готово. Теперь мы с вами переходим к этапу плетения. Особых сложностей при плетении здесь нет. Начинаем мы с вами с той стороны, где находится хвост, а именно вот с этого столбика. Сейчас нам нужно продеть крючок внутри последнего столбика и захватить вот эту пару резинок, которая находится в самом низу. Это может быть не очень просто, поэтому, если хотите, можете эту резиночку вот так оттянуть в сторону, засунуть крючок внутрь, и таким образом вам будет гораздо проще ее отсюда поймать и вытянуть сверху. Вытягиваем и накидываем на тот столбик, которому эта резинка и принадлежит, то есть на самый последний центральный столбик. Теперь заводим крючок уже здесь, изнутри, и захватываем пару резинок, которая находится выше всего. В моем случае эта пара относится к левому ряду, поэтому я накидываю ее на столбик левого ряда. Далее опять внутри заводим крючок и захватываем пару, которая следующая, находится выше всего. В моем случае эта пара относится к правому столбику, поэтому вот так по диагонали я накидываю ее вправо. И, наконец, у нас осталась последняя здесь пара. Мы ее захватываем изнутри, и это пара центрального ряда. Мы с вами накидываем ее на центральный столбик. Теперь давайте сделаем так. Сначала сплетем вперед левый ряд, потом сплетем вперед правый ряд, а потом сплетем вперед центральный ряд. Просто захватывая изнутри пары резинок и накидывая их на впереди идущий столбик. Заводим крючок изнутри. Отодвигаем тыльной его стороной резинки и треугольные, которые вот здесь накинуты, и резинки, которые ранее были здесь накинуты. Захватываем изнутри пару и накидываем на впереди идущий столбик. Здесь отодвигаем тыльной стороной треугольную резинку одинарную,
захватываем пару изнутри, накидываем вперед. Здесь поступаем точно так же. Отодвигаем треугольную и накидываем вперед пару, взяв ее изнутри. Здесь тоже пару изнутри захватываем, накидываем вперед. Вот здесь будет немножко сложнее, хотя здесь классно то, что у нас нижние резинки очень четко отделяются по цвету от темно-зеленого, и поэтому нам будет очень легко их захватить изнутри, отодвинув все лишнее, и накинуть удобно на впереди идущий столбик. Далее продолжаем. Здесь уже гораздо проще. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Здесь тоже изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. А вот здесь могут возникнуть сложности, потому что цвет и руки, и цвет тела тот же самый. И поэтому можно помочь рукой вытянуть вот эту пару резиночек немножко ниже, чтобы было легче ее захватить. Захватываем, выводим изнутри и накидываем на центральный столбик. Здесь мы дошли до шеи уже, но сейчас давайте справимся с правым рядом. Он плетется точно так же, как и левый. Изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик, отодвигаем треугольную, изнутри пару накидываем тоже на впереди идущий столбик. Здесь отодвигаем, изнутри захватываем пару, накидываем вперед. Здесь изнутри пару накидываем вперед. Здесь бежевые нам нужно взять, самые нижние они, в принципе, легко высовываются и накидываются вперед. Так, далее розовые. Снимаем, накидываем вперед. Еще розовые изнутри захватываем, накидываем на плечевой столбик. Здесь захватываем пару резинок, которые относятся к центральному столбику, и накидываем их на центр. Наконец-то мы можем сплести теперь и центральный ряд. Центральный плетется намного проще, чем левый и правый. Здесь нам, потому что ничего тыльной стороной крючка отодвигать не нужно, мы просто захватываем самую нижнюю пару резинок на каждом столбике и накидываем ее на впереди идущий столбик. Нам осталось здесь буквально до шеи одна и вторая пара резинок. А вот теперь будет самый сложный момент. Нам нужно захватить вот эту пару, которая находится в самом низу. Давайте я попробую это сделать. Завожу крючок внутри, захватываю самую нижнюю пару и вывожу ее сверху. Немножко вот сюда натянем, чтобы нам было легче ее накинуть вперед. И тогда эти резиночки не порвутся. Здесь вы помните, что у нас накинуто 3 резинки, чтобы шея была более прочная и голова с шеей, чтобы не упала. Так, теперь голову плетем. Сначала левый ряд, потом правый ряд, а потом центр. Берем, захватываем вот здесь, заводим крючок и захватываем пару, которая находится выше всего. В моем случае это пара левого ряда. Я ее снимаю отсюда и накидываю на столбик левого ряда. Затем захватываю следующую пару, снимаю отсюда и накидываю на правый столбик. И центр идет у нас вперед. Мы с вами договорились, что левый сплетем сначала, поэтому давайте продолжать левый. Отводим тыльной стороной крючка резиночки, в том числе и треугольную. Изнутри захватываем пару и накидываем на впереди идущий столбик. Далее здесь отводим и глазную, и треугольную, которая накинута сверху. Захватываем снизу пару розовых и накидываем вперед. Здесь, так как волос довольно много накинуто и они нам немножечко мешают, то давайте я помогу себе пальцами и выдвину более, чтобы явно и четко были видны самые нижние резинки. Я их захватываю изнутри пару и накидываю на центральный столбик. С правой стороны поступаем точно так же. Сначала вот эту пару накидываем вперед. Далее, изнутри захватив пару розовых, накидываем вперед. И здесь опять же можно помочь рукой, если не очень хорошо видно, и захватить нижнюю пару розовых резинок и накинуть их на центральный столбик. Теперь это все мы с вами накроем центральным рядом. Остановились здесь. Берем пару изнутри, накидываем вперед. И здесь пару изнутри захватываем и накидываем вперед. Отлично. Теперь давайте возьмем одну
розовую резинку, просунем крючок внутрь самого последнего, самого центрального столбика и сквозь все резинки с нижней стороны вытянем крючок. Накинем сюда одинарную резиночку и натянем ее. Обязательно натяните, потому что так вам будет легче ее вытянуть сверху, что мы и делаем. Вытягиваем эту резинку сверху, накидываем на крючок другую часть и сейчас сделаем петельку. То есть вот эту часть поднимаем рукой и проводим другую часть внутри нее. Насколько это сейчас возможно, можно петельку затянуть, хотя здесь она не очень хорошо пока затягивается, потому что много здесь расположено других резинок на этом столбике, и они нам немножко мешают. И, кстати, для того, чтобы вот эта петля была не так видна и чтобы она смешалась непосредственно с волосами, я предлагаю сделать следующее. Завожу вот сюда крючок, в эту петлю накидываю резиночку одинарную, провожу внутри и вторую часть накидываю на крючок и делаю вот здесь петлю. Затягиваю. Вот это у нас получилась резиночка более длинная, и она у нас теперь с волосами вот так смешается и не будет четко и явно видна. Теперь вот эту конструкцию мы с вами готовы снять со станка. Я предлагаю вам делать это, помогая себе крючком. С каждого столбика вот так подцепляйте все резиночки и снимайте. Сначала с левого ряда, потом с правого ряда, а потом и на центральном ряду можно себе помочь. Ну вот наша русалка готова. Нам осталось ее немножко расправить, поставить глаза на свои места, если они у вас убежали на какую-нибудь другую сторону. Просто их берем и вот так вперед вытягиваем с одной стороны, и другой глаз точно так же вытягиваем вперед. Далее расправляем хвост, чтобы он у нас был по центру. Так, все отлично. Здесь тоже прекрасно. Верхняя часть нашего хвоста, там где пояс. Прекрасный топик и прекрасные волосы, прекрасное лицо. В общем-то, наше произведение, наша русалочка очень прекрасна. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, и вы сплетете не только одну русалку, но и несколько в разных одеждах, в разных стилях и с разными цветами хвостов, волос и тела. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы видите в описании к этому видео. И пишите комментарии. Пока!